Вечером, когда междугородний автобус мчался сквозь заснеженные пейзажи Онтарио, салон был почти полон, усталые пассажиры возвращались домой после долгого дня. Внутри царила привычная тишина, кто-то уткнулся в телефон, кто-то клевал носом от усталости, кто-то читал книгу «Подмерное покачивание транспорта». На одной из остановок в автобус зашел молодой мужчина с агрессивной манерой поведения, громкий, нахальный, с явным запахом перегара. Он прошел по проходу, оглядывая пассажиров с вызывающим видом, и уселся напротив старушки лет 70, маленькой, аккуратной, связанной шалью на плечах. С первых минут он начал вести себя вызывающе, то отпускал грубые замечания, то ехидно усмехался, глядя на нее. Старушка вежливо просила его угомониться, отводя глаза и стараясь держаться спокойно. Но это лишь подстегивало его, он чувствовал себя безнаказанным. Когда она дрожащими руками попыталась встать и пересесть, он схватил ее за руку, грубо толкнул обратно на сиденье и ударил по щеке. В салоне повисла тяжелая тишина. Несколько человек поспешно отвели взгляд. Кто-то сделал вид, что не заметил, кто-то прибавил громкость музыки в наушниках. Казалось, никто не собирается вмешиваться. Хулиган, почувствовав, что может делать все, что захочет, усмехнулся. Но внезапно с другого конца автобуса поднялся мужчина. Высокий, широкоплечий, с военной выправкой, по нему сразу было видно, этот не из тех, кто отводит взгляд. Он медленно прошел по проходу, не говоря ни слова. Хулиган тоже встал, ухмылка не сходила с его лица, он, видимо, думал, что это закончится обычной перепалкой. «Ты выбрал не ту цель», — сказал незнакомец спокойно, но в голосе его прозвучала такая холодная сталь, что воздух в салоне словно сгустился. В следующую секунду хулиган уже лежал на полу. Мужчина не дал ему и подняться, схватил за воротник, поднял и, не обращая внимания на вопли и ругань, поволок по проходу к двери. Нажал кнопку экстренной остановки. Автобус замедлил ход на участке между остановками, и как только тот замер почти в сугробе у обочины, мужчина открыл дверь и с силой вышвырнул мерзавца наружу. «Пусть остынет», — коротко бросил он, возвращаясь на свое место. В салоне зашевелились люди. Кто-то заснял произошедшее на телефон, кто-то не сдержал аплодисментов. Старушка, все еще прижимая к покрасневшей щеке платочек, тихо поблагодарила своего защитника. Автобус вновь тронулся. Но теперь в салоне была уже другая тишина, не тревожная, с примесью страха, а спокойная, глубокая. Та, в которой рождается уверенность, зло может быть наказано. И добрые люди все еще есть. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.